Уважаемые представители стран НАТО и все те, кто поддерживает распространение насильственной демократии, я призываю вас одуматься и прекратить убийство людей по всему миру. Время тайн и манипуляций сознанием людей прошло. Мы не хотим быть стадом в ваших руках. Мы хотим мира и гармонии. Вы наивно полагаете, что людей можно обманывать, прикрываясь ложной необходимостью отстаивать интересы своего государства на мировой арене. Вы считаете, что можно безгранично долго сжимать пружину человеческого недовольства, ловко избегая последствий для себя и своего окружения. Мой ответ – нет. Ваши действия привели к тому, что такие люди, как я, больше не желают играть по вашим правилам. Теперь нас интересует все, что происходит в мире. Вы долго и упорно насаживали свою насильственную демократию, зная, что вас не привлекут к ответственности. Задумайтесь. Даже президентов вешают. Неужели вы думаете, что уйдете от ответа за геноцид против всего человечества? Мой ответ – нет. Вы не спрячетесь ни за деньгами, ни за личной охраной. Вас призовут к суду, каждого из вас. Есть только один выход – остановиться и сказать правду. Да, мы вынуждены постоянно доминировать на мировой площадке. Да, нам необходимы человеческие жертвы. Да, мы хотим изменить мировой порядок. Да, мы привели этот мир к упадку из-за своего лицемерия и ханжества. Вы должны рассказать, зачем развязываете войны, которые никому не нужны? Зачем вторгаетесь на территорию суверенных государств? Зачем убиваете невинных людей? Вы ошибочно думаете, что легко обманете людей, но это скорее похоже на детский обман. Народ – это взрослый родитель, а политики – это дети народа. Когда ваш ребенок пытается вас обмануть, вы делаете вид, что не понимаете этого и подыгрываете. Но когда ребенок переступает черту, неизбежно следует наказание. Вас лишь горстка людей в огромном мире. Горстка, которая решила, что вправе решать, кому жить, а кому умирать. Спросите ваш народ, а хотят они войны? Хотят умирать? Безумных? Нет. Есть глупость и невежество. Этим вы и пользуетесь. Сталкивая народы под вымышленным предлогом, вы оправдываете себя, что делаете это для страны или своего народа. Что есть тайны, которые не должны знать простые люди. И если бы эти люди знали все, то были бы за вас. Мой ответ – нет. Все, что вы дали народу, это войны, голод, страдания. И все потому, что решили, что знаете больше и вправе решать, как быть. События в Украине привели в бешенство огромные массы людей по всему миру. Наш народ с болью смотрел, как вы убиваете людей в Косово, как до сих пор удерживаете невинных в своих тюрьмах. Вы совершили страшные преступления, и никто не понес ответственности. Как вы посмели бомбить другую страну? Как вы посмели убивать невинных людей? И все для того, чтобы поставить свои ПВО, расширить свои возможности, доминировать еще больше. Запихните свою демократию себе поглубже, туда, где рождаются ваши гениальные мысли. Вы думаете, вас не найдут? Вы те, кто дают приказы, те, кто убивает невинных людей. Посмотрите себе глубоко в сердце и задайте вопрос, стоит ли жизнь ребенка ваших амбиций? А если это ваш ребенок? Легко воевать, когда война где-то далеко. А теперь представьте, как снаряды взрываются под вашими окнами. Как народы, которые вы нагибали, пришли к вам домой. Вам не будет прощения. Пружина выпрямилась, и теперь ловите откат. Я призываю все народы мира больше не слушать Америку или других любителей насильственной демократии. Сегодня мы стоим на пороге войны. Нас вынуждает вступить в военный конфликт, ведь он так необходим. Война спишет долги, сократит население, отвлечет людей от внутриполитических, социальных проблем, созданных самими политиками, и в очередной раз обогатит богатых. Я с большим разочарованием слушал канцлера Германии Ангела Меркель. Руководитель страны, народ которой в равной степени, как и россияне, пережили боль, которой нет описания ни в одном языке мира. Канцлера, которого публично унизили, прослушивая личный телефон. Канцлера, который знает реальное положение дел и все равно, даже вопреки желаниям своего народа, выступает на стороне Америки. Таким политикам нет доверия, как, впрочем, и большинству других во всех странах мира. Мы все живем на одной планете. Это наш дом. И только мы выбираем, как нам жить. Сейчас мы как жильцы коммунальной квартиры, где каждый пытается завоевать себе побольше пространства и установить свои правила. Но мы в силах жить как одна семья, где рады каждому, и все двери открыты. Только так мы можем побывать в каждом уголке нашей планеты. Только так мы избавимся от страхов. Мы – человечество, и это ответственность. Ответственность за каждый наш шаг, за каждую жизнь. Только вместе мы сможем созидать. Только вместе мы сможем противостоять обману и несправедливости. Только вместе мы сделаем жизнь на нашей планете лучше. И только так мы избежим своего исчезновения.